Здорово! Адам – главный антагонист первого сезона отеля Хазбин. Скорее всего, Адам был задуман как персонаж, которого фанаты должны ненавидеть. Но что-то пошло не так, и Адам, наоборот, стал любимчиком многих фанатов. Не знаю, то ли это из-за того, что он такой харизматичный, или же из-за того, что многие люди все-таки понимают то, что Адам не настолько жестокий, насколько нам пытаются его показать. Ведь он убивает демонов, а наслаждается он своей работой или же нет, никого не должно волновать. Ведь его работа – это зачищать ад, и он с большой усердностью, не отлынивая, выполняет свою работу. Но этот ролик я сделал не для того, чтобы сказать, что Адам такой бедненький, а все демоны очень плохие. Нет, как мы видим, среди демонов тоже есть хорошие люди. И значит, с какой-то стороны Адам все-таки не прав, ведь он даже не пытается дать шанс грешникам исправиться. Но все же, почему я считаю, что именно Адам жертва в этой ситуации? Давайте разберем поподробнее историю, показанную нам в первой серии, которая была написана в книге Чарли. Первыми людьми были созданы Адам и Лилит. И скорее всего, если вы не сильно вникали во всякие вероисповедания, то вы даже в душе не чаете, кто такая Лилит. И многие приняли это просто как, Вивзипоп же не брала какую-то определенную веру. Вот, придумала своих персонажей для истории. Да и тем более, в истории про первых людей и запретный плод нет ни слова про Лилит. Но стоит только немного копнуть в эту тему, и вы узнаете, что в еврейской мифологии первой женой Адама была не Ева, а Лилит. И таким образом, если поподробнее узнать историю Лилит и Адама, то можно понять, каким образом Адам стал жертвой, нежели злодеем. По еврейской интерпретации истории, Лилит была создана из того же материала, что и Адам. В отличие от Евы, которая была создана от ребра Адама, Лилит считала себя равной Адаму. Лилит посчитала, что если же они созданы при равных условиях, то у нее есть полное право получить больше власти, чем у нее есть. Вследствие чего Лилит сбежала и оставила Адама одного. Бог, дабы не оставлять Адама в одиночестве, создал ему Еву, но уже из ребра Адама, чтобы такого конфликта больше не повторилось. И вот тут же история, показанная нам в книге Чарли, совпадает почти полностью, нежели того факта, что жертвой тут выступает не Адам, а сама Лилит. Если еще учитывать то, что Лилит описывается как красивая женщина с невероятным умом, то можно предположить, что Лилит в нашей истории обманула Люцифера, выставив себя жертвой, чтобы втереться к нему в доверие. Так как я уже высказывал свою теорию о том, что Лилит является главным злодеем, придерживаться я ее все-таки буду, но немного отойдем от этого. Представим, что Лилит делала это не чтобы кому-то навредить, а чтобы поднять свою власть. Как я уже говорил, Лилит хотела быть равной Адаму и стоять даже выше, чем он. А как добиться этого лучше всего? Вот именно, соблазнить ангела. Может быть, Лилит действительно когда-то полюбила Люцифера, подсознательно понимая, что у нее будет больше власти при таком браке, нежели в отношениях с Адамом. Хочу подметить, что Лилит за такие действия не выгнали из Эдема, и она осталась там вместе с Люцифером. Адам уже, в свою очередь, как и по канону, создали Еву из его ребра. Но уже на моменте того, как Лилит сбежала от Адама к Люциферу, психика самого Адама могла немного подшатнуться. Ведь для тебя создали возлюбленную, с которой ты должен был прожить всю свою жизнь. Но не прошло и много времени, как Лилит сбежала от него к какому-то ангелу, а ты вынужден за этим наблюдать. Скорее всего, у Адама уже на этом моменте самооценка немного опустилась, что в дальнейшем приведет к раздутому эго и самолюбию, дабы компенсировать свои бывшие комплексы. Но Адам не расстраивался, ведь у него есть Ева, и уже ей он может посвятить все свое время и любовь. Но кажется, не в этот раз, ведь Люциферу вместе с Лилит в голову пришла какая-то бредовая идея угостить Еву запретным плодом добра и зла, что уже из своего названия не предвещает ничего хорошего, вследствие чего Ева совершила первый грех и тем самым высвободила зло. А перед тем как продолжить, настоятельно бы хотел попросить тебя подписаться на канал, ведь мы идем к цели в 5000 подписчиков. А также не забывайте заходить в мою телегу, там я поддерживаю связь с подписчиками и делюсь разными новостями. Ну еще, конечно, можешь поддержать меня монеткой по ссылке в описании. Ну а так, мы продолжаем. Но Адам в этой истории не вкушал запретный плод, и именно по этой причине он снова остался один. Но в этой беде он уже не винил себя. Верно, ведь это же не он такой никчемный, это все Люцифер, он виноват. Думаю, скорее всего, именно такие мысли появились у Адама в тот момент. Ведь как и в первом случае, в этот раз Адам остался один именно по вине Люцифера. И уже на этом моменте в сердце Адама забралась чернота. Адам же в свою очередь не был изгнан из райского сада. А так как в самой Библии написано, что Адам вместе с Евой вкусили запретный плод,
и были изгнаны из Эдема, и только именно после этого у них появились первые дети, то мы можем предположить, что для Адама создали еще одну новую жену. Но про нее уже история умалчивает. Ведь эта книга является не историей Адама, а историей создания ада. И именно потому, что нам показали в самом мультсериале, мы можем понять, что Лилит в самом деле добивалась обычной власти, и поэтому она всеми силами хотела попасть обратно в Эдем и просто наслаждаться там своей беззаботной жизнью. Даже для этого она создала свою адскую армию, после чего она заключила сделку с Адамом и получила возможность находиться в Эдеме взамен на ежегодные зачистки демонов. И, используя свое положение, уговорила Люцифера, что души в ней не чаял, согласиться на эту сделку с Адамом. И тут снова в игру вступает Адам, который на тот момент уже всем сердцем ненавидел Люцифера и хотел сделать так, чтобы Люциферу было настолько же плохо, как и ему. Скорее всего, Адам не знал всей истории и думал, что Люцифер все еще верит в грешников и души в них не чает, как раньше. Ведь когда-то у Люцифера были надежды на грешников, и он верил, что они смогут исправиться, но они не оправдали его ожиданий, и он жалеет о том, что когда-то их жалел. Адам, в свою очередь, знал только то, что Люцифер когда-то защищал грешников, и только одного того, что Люцифер будет страдать при зачистках, хватило Адаму, чтобы он стал лидером ангелов, которые занимаются зачисткой. И таким образом, с годами его эго стало раздуваться еще больше. Ведь именно он управляет судьбами подданных Люцифера. Не этот напыщенный павший ангел, что разрушил его жизнь. Именно из-за такой мотивации он начал ненавидеть всех демонов и даже не пытался дать им шанс на исправление. Именно из-за его комплексов, из-за того, что он был главным, всех истребителей, что жалели демонов, изгоняли в ад и лишали крыльев, чтобы показать, что каждый, кто идет против Адама и ставит его главенство под сомнение, должен так же, как и Люцифер, пасть до звания жалкого демона, что никогда в жизни больше не сможет попасть в рай и будет сожалеть о своих поступках. Именно из-за душевной травмы, нанесенной ему много лет назад, его психика понемногу ломалась, и дабы полностью не сойти с ума на почве сожаления и гнева, он закрывал это под своим нахальным поведением и доминированием над теми, кто стоит ниже его. В тот момент, когда на суде он пытался доказать, что демон никогда не сможет попасть в рай, ведь он не следует 3 правилам, которым следовал сам Адам. Ангелы, безусловно, ему поверили, ведь он, Адам, не только первый человек, а еще и первый, кто попал в рай. Но думаю, для него это не составило такого большого труда, ведь, как мы уже говорили, он не потреблял плод, не совершал греха, его не выгнали из Эдема, и, скорее всего, остаток своей жизни он прожил именно в райском саду, оставшись один на один со своими комплексами. И даже тот факт, что именно он породил человечество, не делало его каким-то особенным, и даже он сам подсознательно это понимал. Поэтому, когда он проиграл Люциферу, и перед тем, как он умер, он пытался не только себя, но и всех убедить в том, что он какая-то особенная личность. Ведь все демоны, которые стоят перед ним, стоят здесь именно потому, что Адам породил всех их. Но на тот момент это не выглядело как какое-то хвастовство. Скорее, это выглядело как истерика ребенка, который пытается сам себя убедить в чем-то. А больше он разозлился от того, что опять в его проигрыше и несчастье виноват Люцифер. А что же говорить о том, появится ли он в новом сезоне или же нет? Ведь у многих фанатов появилась теория: раз грешники могут попасть в рай, то почему же ангелы не могут попасть в ад? Дело в том, что если демон умрет от рук другого демона, то он просто возродится в аду, потеряв все свои силы. Ну а если он умрет от ангельского оружия, то по идее он превращается вот в эти глаза, которые расставлены по всему аду. Ну а Серпентиус, который попал в рай, не был убит ангельским оружием. Скорее, он был убит ангельской силой, которую выпустил Адам из своего пальца лютого. А так как ангелов можно убить только ангельским оружием, мы не можем быть уверены на 100%, что ангелы после смерти тоже не превратятся вот в эти лютые глаза. Ведь до этой полномасштабной битвы, в которой умерло множество ангелов, за всю историю был убит только один, и за это время мы еще не успели увидеть, переродился ли он в демона или же нет. Поэтому теория о том, что во 2 сезоне Адам превратится в обычного демона, все еще актуальна. И скорее всего, если это произойдет, именно во 2 сезоне мы узнаем о том, насколько был несчастен Адам. Ведь, как мы могли уже понять, именно Адам был жертвой, и единственное, что он сделал не так, это то, что он позволил своим комплексам и бедам в голове завладеть разумом. Мы можем понять, что Адам на протяжении 10 тысяч лет нахождения в раю по чуть-чуть сходил с ума, а под конец, полностью обезумев, пал от рук Нифти, которая по сути является обычной уборщицей в отеле. Ну а на этом у меня все. Пишите свое мнение насчет Адама в комментариях. Также не забывайте заходить в мой телеграм-канал, подписывайтесь, лайки, все такое, а я погнал.